Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на игру Accident. Я бы назвал ее симулятором оказания первой помощи при ДТП, где вам предстоит рассмотреть разные варианты происшествий, которые, к сожалению, встречаются и в реальности. Желаю всем приятного просмотра, итак, приступим. Вы журналист и работаете над новым проектом «Придорожные герои». Вам предоставили кучу данных, и теперь остается только выяснить, что произошло после каждой аварии. Все расследование будет проходить в виртуальной реальности. Предварительно вы пройдете курс обучения на манекенах, прямо как на уроках по технике безопасности. Без обучения было бы крайне сложно понять, что нужно делать. Каждое дело будет иметь свои особенности. Но первоначальные инструкции всегда одинаковые. Вызвать спасателей, включить аварийное освещение и поставить треугольник. После чего вы будете получать инструкции от диспетчера службы спасения. И кстати, в игре будут и советы, как правильно поступать, если вы стали свидетелем реального ДТП, какие действия нужно предпринять. Каждая ситуация будет иметь ограничения по времени, в зависимости от состояния пострадавших. Поэтому все нужно выполнять как можно быстрее. Но если случилось так, что вы где-то замешкались или не смогли понять сразу, что вам нужно сделать, то вы всегда можете отмотать время, чтобы исправить ситуацию. Жаль, в реальном мире такой трюк проделать нельзя. Кстати, как только вы вызвали спасателей и вышли из машины, советую сразу брать аптечку, чтобы потом не тратить время на беготню, а сразу приступить к осмотру пострадавших. Сам осмотр выглядит как инструкция, чтобы запомнить, как он должен проводиться. Как проверить, в сознании ли человек, как проверить его дыхание и есть ли какие-либо травмы. В случае необходимости вы обработаете раны, воспользовавшись аптечкой, а если человек не дышит, но еще жив, то сделайте искусственное дыхание. Выглядит это довольно аркадно, поэтому в реальной жизни, если не знаете, как правильно делать искусственное дыхание, то не стоит пробовать. По сюжету вы рассмотрите случаи ДТП в разных регионах мира, в разные периоды времени. Каждый случай будет индивидуален, и в зависимости от ситуации от вас потребуют и дополнительные действия. Например, если у вас нет возможности позвонить в службу спасения сразу, то нужно найти способ, как вызвать помощь. Особенно сложная ситуация, когда мобильного телефона попросту нет. Еще один совет: в случае аварии на оживленной трассе или ночью надо быть повнимательнее, иначе и вас могут сбить проезжающие машины. После того, как вы оказали всем первую помощь и приехала скорая, вы займетесь поиском подсказок об аварии. Они могут быть самыми разными и не вполне очевидными, так что придется поискать. Расставив все подсказки в правильном порядке, узнайте судьбу пострадавших и восстановите картину произошедшей аварии. Она будет в виде небольшого видеоролика. И в заключение добавлю, это отличная игра, на примере которой можно узнать, что может послужить причиной аварии и какие могут быть последствия. Также хотя бы примерно узнать, как нужно действовать в подобных ситуациях. Но есть и минус. Наш персонаж какой-то слишком медлительный, при том, что некоторые ситуации требуют быстрых действий. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.